Это одна из самых известных, интересных и уважаемых рок-групп за всю историю. В биографии Electric Light Orchestra были изменения в жанровой направленности, она распадалась и собиралась вновь, делилась пополам и резко меняла количество участников. Джон Леннон сказал о том, что песни стало писать еще труднее, потому что все уже написано Джеффом Линном. Многолетнее творчество этой группы и ее лидера, выдающегося композитора-мелодиста и звукорежиссера Джеффа Линна, без сомнения оказало огромное влияние на мировую культуру. Пытаясь расширить диапазон доступных выразительных средств рок-музыки, Джефф Линн затронул весьма важные области, которые до него не рассматривал никто. Вернее, считалось, что эти области принадлежат только музыке классической. Не случайно с коллективом долгое время сотрудничало струнное трио, состоящее из музыкантов Лондонского симфонического оркестра. А находки, впервые найденные Линном и опубликованные в исполнении группы, впоследствии были использованы многочисленными авторами-исполнителями. В конце 60-х годов у Роя Вуда, гитариста, вокалиста и автора песен группы The Move, появилась идея создать новую группу, которая будет играть на скрипках, горнах, чтобы придать музыке классический стиль. Джефф Линн, фронтмен группы The Idle Race, заинтересовался этой идеей. В январе 70-го года Линн принял предложение Вуда присоединиться к группе с условием, что они полностью сфокусируются на новом проекте. И они принялись тщательно репетировать новый материал. Первой записанной песней нового коллектива стала Первый альбом группы вышел в 1971 году. Он так и назывался Electric Light Orchestra. Интересно, что за океаном пластинка вышла под названием No Answer. Ошибка произошла вследствие телефонного разговора сотрудника лейбла с секретарем менеджера группы. На попытке связаться с боссом по местному телефону девушка сказала в трубку «не отвечает». И посчитали, что так называется пластинка, и не уточнили. Эти нюансы на коммерческую составляющую композиции не повлияли, альбом был коммерчески неуспешным. Не самое впечатляющее начало предполагало внесение правок, за что выступал Линн, но чему усердно сопротивлялся Вуд. И вскоре между ними возникло напряжение и отчуждение. Стало понятно, что кто-то из них двоих должен покинуть коллектив. Нервы не выдержали у Роя Вуда. Уже во время записи второго диска он ушел, забрав скрипача и гарниста. И Рой создал вместе с ними группу Wizard. В прессе ходили слухи о распаде группы, однако Линн не допустил этого. Как бы там ни было, единоличным лидером группы стал Джефф Линн. В обновленный оркестр, кроме Линна, вошли барабанщик Биф Биван, органист Ричард Тенди, басист Майк де Альбукерк, а также виолончелисты Майк Эдвардс и Колин Уокер, скрипач Уилфер Гибсон. В таком составе группа предстала перед зрителями на Reading Festival в 1972 году. В начале 1973 года вышел второй альбом. И в нем была одна из лучших и эффектных композиций за всю карьеру группы Roll Over Beethoven. Это арт-роковая кавер-версия знаменитого номера Чака Берри, в которой Джефф Линн процитировал несколько тактов Бетховена. Это получилось настолько удачно, что можно лишь гадать, почему этого не сделал сам Чак Берри. После успеха этой песни Джефф Линн посчитал звучание струнных в рок-н-ролле своим фирменным знаком. Во время записи следующего альбома в сольное плавание ушли Гибсон и Уокер. В качестве скрипача Линн пригласил Мика Камински, а вместо выбывшего позже Эдвардса он взял вернувшегося из группы Wizard Макдауэлла. Несмотря на то, что он прогремел в Великобритании, третий альбом группы был незначительным попаданием в Америке
где английские ребята с большими скрипками были к 1973 году важным стимулом для того, чтобы пойти на концерт. К восторгу Лина Джон Леннон восторженно отозвался о хитовом сингле альбома «Showdown», в результате назвав группу последователями Битлз. Этот опус занял 12-ю позицию в английском чарте, музыка в альбоме стала еще более приемлемой для среднестатистического меломана, а Джефф Лин неоднократно называл эту работу самой любимой. Четвертый альбом группы был описан Лином как один из действительно концептуальных альбомов. Концепция сама по себе была немного неясной. «Он посвящен сказочной стране», — сказал Лин. Но, безусловно, «Эльдорадо» представляет собой большой рывок вперед. Впервые работает с целым оркестром вместо того, чтобы накладывать друг на друга виолончели и скрипки. Лин наконец смог притворить в жизнь звучание, которое было в его впечатляюще кудрявой голове. Пластинка стала золотой в Штатах, а сингл «Can't Get It Out of My Head» попал в топ-100 Billboard и занял 9-ю позицию. 1975 год был странным годом для группы. Их пятый альбом попал в топ-10 в США, но в Великобритании, как и предыдущие два альбома группы, даже не попал в чарт. Он, тем не менее, обеспечил для группы хит в Великобритании, пусть и с запозданием. «Evil Woman», песня, написанная за 20 минут и изначально сброшенная со счетом как накопитель Джеффом Лином, стала хитом, попавшим в чарт топ-10 песен внутри страны впервые за 3 года. Песня остается одной из любимейших песен группы и является настоящей классикой 70-х. Только с выходом в следующем году нового альбома дела улучшились. Диск возглавил топ-10 в Великобритании, а в Америке лонгплей стал платиновым. Итак, Эло всю свою жизнь работали на поприще скрещивания классической и рок-музыки, начав ровно с того места, где остановились Битлз. Дело это, между прочим, довольно неблагодарное и далеко не всегда приносящее плоды. К тому же у Джеффа все-таки довольно средний голос, а в ранних альбомах это был скорее заунывный вой, и его воспринимать было очень даже тяжело. Лишь со временем Джефф, скажем так, научился петь, а потом он снова стал самим собой. Возможно, этих двух фишек группы, оркестра и голоса Джеффа изначально вряд ли хватило бы для успеха, но Джефф умел еще две вещи. Это создавать классные мелодии и писать точеные радиохиты. Самое ценное, что есть у группы, это вся третья сторона двойного винилового альбома Out of the Blue. Она представляет собой мини-альбом в альбоме. 4 песни объединены в концепт о том, как погода влияет на настроение людей. История этого мини-концерта наивна и проста. Сидел себе Джефф в своем домике-студии на склоне Альпийских гор с видом на Женевское озеро, но вдохновение не приходило. Потому что была плохая погода, шел дождь и было все как-то мрачно. А когда он вдруг кончился и выглянуло солнце, Джефф выскочил прямо в чем был и побежал по склону, на ходу придумав лучшую свою песню, а остальные не замедлили прийти буквально в течение 2 недель. После плодотворной студийной работы группа уехала в мировое турне, длившееся 9 месяцев. Кроме многотонной аппаратуры, в качестве громоздких декораций перевозили дорогостоящий макет большого космического корабля и огромный лазерный экран. В США выступления группы называли «Большая ночь» и были самыми грандиозными в истории группы. На концерт в Кливленде пришли 80 тысяч человек. Этот тур стал самым высоко посещаемым живым концертным туром в мире до того момента. Мультиплатиновый диск Discovery вышел в 1979 году. В нем группа поддалась модным веяниям и не обошлась без значительного количества диско-мотивов. С одной стороны, это свидетельствовало об отсутствии у Джеффа Лина более интересных творческих идей,
с другой о недостаточной его принципиальности и желании снять сливки на волне популярности стиля диско. Благодаря танцевальным ритмам группа получила огромные дивиденды в виде полных залов на концертах и значительных продаж пластинок. Самый известный хит на этом альбоме – композиция «Don't Bring Me Down». Discovery – очень танцевальный альбом. Здесь дирижер оркестра внезапно начал красить заборы, но вот странно, его художество на заборах приходит смотреть намного больше народу, чем ходило в консерваторию на его симфонии. Что же показатель таланта? Признание кучки эстетствующих снобов или признание народа, пусть хоть оно и быдло? Этот вопрос Лин разрешил достаточно изящно, и в результате в Discovery и волки почти сыты, и овцы почти целы. Самый дискотечный и простецкий альбом группы язык не повернется назвать слабым. К примеру, песня «Последний поезд в Лондон». Многие считают, что это одна из лучших песен группы. Вот представьте, что вы бредете по жизни один, как придется, и вот вдруг влюбляетесь. Сильно, страстно. Это ощущение уносит последнюю черепицу и заставляет вдруг делать какие-то нелогичные вещи. Например, бежать по перилам моста через Темзу или, задрав голову, кружиться в закатном Гайд-парке. Это те моменты, когда вам все равно на взгляды окружающих, вы свободны, вы летите в абсолютном счастье, но вам нет дела до того, что это за ощущение. Вы просто отдаетесь им, как птица отдается шторму, неуправляемо, отстраненно. А эта песня предлагает вам пережить эти мгновения. В 80-м году Лин работал над саундтреком к фильму «Ксанаду». Группа записала инструментальную часть альбома, а песни исполнила Оливия Ньютон-Джон. Фильм был неудачным в кинопрокате. Впрочем, очередной альбом показал, что с новыми идеями у Джеффа Лина все в порядке. Даже несмотря на то, что из группы ушло 3 человека, и группа осталась квартетом. Квартет и записал альбом «Time», который вышел в 1981 году и полностью вернул Джеффу Лину почитателей его таланта. В альбоме присутствовали композиции в разных стилях. Правда, струнные на этом диске звучали уже не живые, а синтезированные. Основной мотив альбома о человеке, который безвозвратно попал в далекое будущее и теперь вынужден постепенно свыкаться со своей новой жизнью. Солнце тут в 2095 году висит в дымке, затмеваемое летающим транспортом. Девушки вокруг ходят сугубо электронные, с идеально вычисленной красотой. Все ландшафты покрыты новым слоем времени, на котором надуты все эти пластиковые башни и цветы. В прогнозах погоды вероятности метеоритных дождей, а обычный дождь может пойти только из слез летящего на Луну человека из прошлого. Голова идет кругом, ноги подкашиваются. Как же хочется вернуться в простые и наивные 80-е. Вот только постепенно оказывается, что и здесь людям все еще снятся сны, звезды падают по ночам, сердца разбиваются, и жизнь все еще имеет смысл, потому что мечты сбываются и есть любовь. А затем в группе наметился новый творческий спад. Альбом, вышедший в 1983 году, получился неудачным, хоть и принес отмеченную ностальгическими настроениями песню «Rock'n'Roll is King». В 1986 году Джефф выпустил последний альбом классического ELO «Balance of Power». Причина была проста. Все музыканты, которые играли с ним, захотели уйти. Ведь формально-то это была группа, а по факту Джефф Лин всегда в одиночку писал песни и музыку, придумывал аранжировки, а остальные делали только то, что он им говорил. То есть писали свои партии в студии и играли на сцене. У кого-то эго взыграло раньше, у кого-то позже. Сначала постепенно поразбежались скрипачи да виолончелисты, а в 1983 году группу покинул первый музыкант костяка, басист Келли Гроукот, предварительно отсудив у Лина кучу денег за свою долю авторских прав. Так что Джеффу пришлось заменить еще и басиста. И этот альбом они записывали втроем.
с клавишником Ричардом Тенди и ударником Бивом Биваном. А вот тут получилась странная вещь. Альбом оказался таков, что хоть Джефф и был единоличным лидером и движком группы, но без своих музыкантов он по каким-то причинам ее дальнейшее существование не видел. Видимо, не случайно альбом стал самым грустным в истории группы и одновременно последним, записанным с Джеффом Лином. Трудно сказать, почему он покинул коллектив. Возможно, это следствие творческого кризиса, возможно, музыканты просто что-то не поделили. Так или иначе, но уже в 90-м году Джефф Лин выпустил первый сольный альбом, который критики признали очень личным. Этот альбом обладает еще одним немаловажным достоинством. Слушая его, понимаешь, какую лепту вносил Джефф Лин в творчество группы, как и вообще в мировую рок-музыку. В записи альбома Лину помогал Джордж Харрисон, а песня «Blown Away» была написана с другим ветераном рок-музыки Томом Петти. Музыкантам настолько понравилось работать вместе, что после издания сольного альбома Джефф Лин несколько лет выступал в составе своеобразного коллектива Traveling Wilburys, который вместе с ним составили Том Петти, Рой Орбисон, Джордж Харрисон и Боб Дилан. Такое впечатление, что старички-рокеры вдруг открыли для себя Джеффа Лина. С большим удовольствием с ним сотрудничает и Пол Маккартни в альбоме Flaming Pie. Но что самое существенное, именно Джефф Лин стал звукорежиссером в нашумевшем проекте «Антология Битлз». Можно поздравить известного студийного экспериментатора Джеффа Лина с удачной карьерой, ведь с ним предпочли сотрудничать самые именитые рок-музыканты, имеющие к тому же репутацию серьезных студийных работяг. Позже Бив Биван с 3 бывшими участниками группы воссоздал коллектив Hello Part 2. Он усердно гастролировал и исполнял композиции Джеффа Лина. Это стало предметом судебных разбирательств между группой и автором. В результате ансамбль Бивина переименовался просто в Orchestra, а все права принадлежали Джеффу. А что Джефф? А он через год вложит свой талант в новый альбом Джорджа Харрисона Cloud Nine. И будет этот альбом в плане аранжировок до боли похожий на Balance of Power, только повеселее. И как бы Харрисон не ругался на ту попсятину, что произвел для него Лин, но он же понимает, что после не совсем удачных альбомов, что он выпускал после Битлз, только Джефф смог бы вернуть его в хит-парады. Так и получилось. Альбом стал самым успешным альбомом Харрисона за долгие годы. После чего в 2001 году выпустит новый альбом под именем Electric Light Orchestra Zoom. В 2012 году сборник перезаписанных хитов, а дальше он выдал еще 2 альбома под именем Jeff Lynne's Alone. В 2015 был выпущен диск Alone in the Universe. Несмотря на то, что этот альбом был приписан Jeff Lynne's Alone, он был, как и стоящий перед ним Zoom, сольной записью. Кроме Лина собственной персоной, только 2 других человека участвовали в его записи. Его дочь Лора, исполнявшая бэк-вокал на 2 песнях, и инженер Стив Джей, добавляющий различные звуки. Если Лин захотел назвать это Electric Light Orchestra, у него было на это полное право. Это всегда была его группа. На протяжении всей своей карьеры Лин не переставал эволюционировать. Я действительно перфекционист, но может быть не очень хороший. Это никогда не бывает так идеально, как я себе представляю. Увы, но конечный результат всегда отличается от того, что было у меня в голове в начале рабочего процесса. Так что не судите строго. Вне всякого сомнения, именно Джефф был сердцем и душой Electric Light Orchestra. Автором всей музыки и текстов является именно он, за редким исключением.
Ему принадлежит также узнаваемый стиль звучания, который он привносил практически во все записи, в которых участвовал или продюсировал. С 70-х и до своего первоначального распуска Electric Light Orchestra записали больше трансатлантических хитов топ-40, чем любая другая группа на планете. И в большой степени это заслуга Лина.